Мне кажется, или у всех обзорщиков какая-то своя не всегда логичная методика сравнения качества камер в смартфонах. На мой взгляд, это упущение, его нужно как-то ликвидировать. Так вот, что важно в камере в первую очередь? На мой взгляд, это цвет. В первую очередь цвет. Если фотка плохо смотрится еще на превьюшке, вы не захотите ее зумить, рассматривать деталь. Конечно, если цвет нормальный, по первую очередь. Во-вторых, мы будем рассматривать деталь. Там захотим зазумить ее, посмотреть, насколько четкая там листва, если мы говорим про пейзаж, либо кожа, насколько хорошо передана, без акварели, без мыла. И в-третьих, если только нормальный цвет и нормальная деталь, вы захотите оценить, насколько там шумов в тенях много, либо насколько хорошо прорисованы светлые оттенки, и это динамический диапазон. Нихао, комрады, Марк на связи. Сегодня мы будем сравнивать не один, не два, а целых 7 смартфонов. И на самом деле нам не нужно много фоток для того, чтобы оценить качество. Что я предлагаю снять? Во-первых, мы будем оценивать деталь и цвет по пейзажу и по портрету. Это два снимка в хорошем освещении, по пейзажу и по портрету в плохом условии освещения. Это у нас 4 снимка. И для того, чтобы оценить динамический диапазон, нужно снять что-нибудь контрастное. И это уже будет без разницы, пейзаж либо портрет. Главное, чтобы это было с очень высоким перепадом света, чтобы были глубокие тени и яркий свет. Можно начинать. Поехали! И для того, чтобы мы могли оценить качество ночной съемки на камере этих смартфонов, я пришел в эту замечательную локацию. Здесь есть немножко иллюминации, украшения на Новый год. И это достаточно тяжелые условия для мобильников, потому что хоть здесь кажется, что свет есть, на самом деле его нет. У мобильников-то сенсоры вот такие, поэтому посмотрим, насколько смартфоны могут вытянуть качество в таких сложных условиях.
Здесь сравнению конец. Кто все видел, молодец. Вас ждет небольшой бонус у меня на канале Mark Victorson Originals. Я вдобавок ко всем этим фоткам еще приложу попарные фотки из Sharp и лыжи с Google камеры. У них качество гораздо выше, чем стоковых камер, поэтому я посчитал, что нечестно прикладывать их здесь. Они обходят все остальные флагманы легко, потому что там вычислительные алгоритмы, прочая всякая муть. Короче, заходите на канал Mark Victorson Originals в Телеграме и смотрите сами. Все экзифы на месте, поэтому я ничего не приукрашиваю в своих обзорах. И напоследок хотелось бы сказать пару слов о том, почему я так настаиваю, что очень важна однородность цвета между модулями. Вот, например, сейчас я себя снимаю на две камеры. Если бы цвет между ними сильно отличался, смотреть такое видео было бы неприятно. Поэтому, когда вы делаете, допустим, снимки ребенка, он отошел на 2 шага в сторону от светильника, и кожа стала от, допустим, приятной розовой, какой-нибудь там бледной. Это неприятно. Потом такие две фотки рядом не положить в коллаж, их в видео не смонтировать. Это будет смотреться неоднородно, некрасиво, неприятно. Поэтому, если фактура очень однородна между модулями, цвет приятный и однородный между модулями, это хорошая камера. И поэтому, несмотря на то, что в каких-то там обзорах хвалят камеру за то, что у нее детализация высокая, смотрите сами, если цвет говно, никакая деталь не спасет. Если даже будет прям супер резкий снимок у меня вот с этого Fuji и вот с этого, но цвет будет не совпадать, толку с этой детали будет мало. Поэтому, ребята, сами судите, что вам важно на самом деле в камере. Детализация или нормальный цвет. И, конечно же, приятно, если детализация хорошая, я ничего не говорю. Но, на мой взгляд, цвет первичнее. Всем спасибо, увидимся в следующих роликах. Пока!